загадочные, закрытые от остального мира и беспощадные к врагам. Это он. Демон с красным крестом. Алгути. Одни названия рыцарских сообществ чего стоят: храмовники, меченосцы, орден Святого Гроба Господнего, орден Дракона, орден Христа и так далее. Но больше всего легенд связано с их невероятными сокровищами. А что из себя ордены представляли в действительности? Известно, что за всю историю существования таких сообществ было создано не больше 3 десятков. Костяк составляли рыцари с дворянскими титулами, но у них не было ни имущества, ни денег, все сдавалось в общий котел, а во главе каждого ордена стоял великий магистр. Великий магистр подчинялся только папе римскому и никому более. Как правило, он избирался либо назначался пожизненно на эту должность. Именно так и начиналась история самого влиятельного ордена – тамплиеров. Появились они после первого крестового похода, организованного в 1096 году папой римским Урбаном II. Тогда крестоносцы отвоевали у мусульман территории современного Израиля. На этих землях было создано Иерусалимское королевство, а охраняли его рубежи, также защищали многочисленных христианских паломников, которые устремились на святую землю из Европы, как раз тамплиеры. Со временем из охранников они превратились в банкиров. Римские папы, которые учредили и контролировали этот орден, постепенно освобождали тамплиеров от уплаты всевозможных налогов и податей, что, конечно же, способствовало росту благосостояния тамплиеров. А во-вторых, и это самое главное, накопив первоначальный капитал на охране этих самых паломников, они же не бесплатно их охраняли, тамплиеры стали очень выгодно вкладывать эти деньги в рост, как тогда говорили. Но сказочные богатства в конечном итоге их изгубили. Они многим не давали покоя, а особенно французским правителям, которым дико не нравилось, что Папа Римский вмешивается во внутренние дела. И в конце концов ликвидация главного орудия католической церкви, ордена тамплиеров, стала делом чести для Франции. В 1307 году, в октябре месяце, 13 октября, начались тотальные аресты тамплиеров по всей Франции. Многие из них были арестованы, брошены в тюрьмы и спустя 2 года следствия, как всегда довольно жестокого, были казнены по приговору инквизиции. От тамплиеров не осталось ничего, а на их сказочные богатства, по мнению историков, несколько веков, ни в чем себе не отказывая, жил весь французский королевский двор. Другому рыцарскому ордену, госпитальерам, повезло больше. Они смогли просуществовать вплоть до наших дней. Правда, их все знают под другим названием – Мальтийский орден. Многие известные особы были его членами, например, Александр Суворов, Александр III или его сын Николай II. Но самым большим поклонником госпитальеров в России оказался император Павел I. Он и сам был великим магистром. С кончиною матушки моей кончается женское правление в державе нашей. Начинается правление мужеское, рыцарское, справедливое, но твердое. Рыцари не только охраняли, но и воевали за деньги. Так, когда европейцев попросили с Ближнего Востока, и они вынуждены были ретироваться, 1000 рыцарей вернулись обратно в Европу и оказались неудел. Тогда Папа Римский отправил безработных рыцарей в очередной крестовый поход покорять территории современной Прибалтики. Рыцари выполнили свою работу с рвением, и в итоге в районе Балтийского моря образовали собственное государство – Тевтонский орден. В его состав входил и современный российский Калининград. В конце XIII века, в период расцвета Тевтонского ордена, его общая территория достигала 200 тысяч квадратных километров. Это приличная европейская страна. Ну и чем еще этот орден знаменит? Да тем, что в 1242 году псы-рыцари тевтонские поперли на наши русские земли, и им надавал по зубам князь Александр Невский, как известно, на Чудском озере. Со временем все рыцарские ордены утратили свою силу, либо исчезли вовсе, либо превратились в номинальные организации. Но они оставили такой яркий след в истории, что мифы и легенды о них и сегодня принимаются за чистую монету. Вот и в историю о том, что французские короли спустили на себя все сокровища тамплиеров, многие не верят. И надеются, что незадолго до ареста в 1307 году рыцари ордена успели спрятать часть своих богатств в каком-то таинственном месте. И кому-то обязательно повезет найти этот подарок из прошлого.